Друзья, приветствую вас в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Трамп и Путин перезапустят «Северный поток». И всего пара слов о возможной покупке инвесторам из США «Северного потока» породили просто бурю сопротивления в правительстве Германии. И даже есть сообщение, что правительство Германии рассматривает способы заблокировать запуск «Северного потока-2». Есть ли в Германии возможность реальная противостоять, Борис Леонидович, если США и Россия все-таки договорятся? Давайте по порядку. Мы уже, по-моему, раз 150 приблизительно касались темы Северного потока именно второго. Давайте пробежим, потому что нам известно без новых сведений из Европы. Строился он компанией, зарегистрированной в кантоне Цуг, Швейцарии. Компания называлась Nord Stream 2 AG. Генеральным директором являлся Матиас Вардих. Он же был генеральным директором компании Nord Stream AG без всяких циферок, то есть строил первый Северный поток и первое время руководил его эксплуатацией, пока не началась вторая стройка. Его уже успели назвать шпионом, на основании чего сказать сложно. Предыдущее место работы до прихода в Nord Stream Deutsche Bank, перед этим Дрезнер Банк. В Дрезнер Банк он пришел непосредственно из закрытого ликвидированного предприятия, закрытое акционерное общество Штази. Судя по всему, квалификация контрразведчика, который становится банкиром, видимо, хорошая квалификация была как финансиста. Многие приписывают ему знакомство с представителем КГБ в городе Дрездене, подполковником, но они ее не подтверждают, не опровергают. Все может быть, город небольшой. Но в любом случае это не шпион, это контрразведчик. В Дрездене сотрудник Штази шпионством заниматься не мог никак. Сейчас пошла информация о том, что и он участвует в деле, но было бы крайне странно, если бы его консультации не использовали, если вообще какие-то переговоры идут. Работал от начала до конца на обоих проектах, естественно, знает все. Так что он находится под персональными санкциями со стороны Министерства финансов Соединенных Штатов, но давать консультации за бутерброд это ему не мешает. Что касается проекта Nord Stream 2 AG, акционер у этой швейцарской компании ровно один, «Газпром», все 100% акций принадлежат ему. При этом окончательное инвестиционное решение принято и реализовано. 5 европейских компаний профинансировали строительство по $950 миллионов каждая, то есть такая достаточно серьезная сумма. В общем-то, 4,5 миллиарда евро, по-моему, или евро, или доллара, я сейчас уже не помню. Остальное было внесено «Газпромом». Возможно, что удалось сэкономить, потому что если вспомните, как все это выглядело, прокладкой труб на дно Балтийского моря занималась итальянская компания, которая потом сбежала, потом мы все внимательно следили, как с Сахалина перегоняли судно-трубоукладчики и так далее, и так далее. Вот как раз на этом можно было сэкономить, все-таки это не итальянцы. Не суть. Пусть выпав из всех календарных сроков, но газопровод был построен, но так и не был запущен. Причина в 2019 году Еврокомиссия задним числом изменила правила. Изменила положение третьего энергопакета, пресловутый unbundling, слово, которое когда-то было очень модным, сейчас уже все забыли. Так, если очень коротко, не вдаваться в подробности, если ваша компания владелец газопровода, то вы имеете право прокачивать по нему не более 50% мощности газопровода, а остальные 50% должны быть забронированы для независимых поставщиков. В 2017 году, когда принималось окончательное инвестиционное решение по строительству Северного потока-2, вот это положение третьего энергопакета касалось только газопроводов, построенных внутри границ Европейского Союза. В 2019 году задним числом его распространили и на входящие из-за пределов Евросоюза газопроводы. Разумеется, по этому поводу Nord Stream 2 AG
подала в суд, и наверняка бы его выиграла, если бы не события осени 2022 года. Это изменение правил задним числом, нарушение прав инвесторов и целый пакет законодательных актов самого Евросоюза. Тем не менее, опираясь на это решение Еврокомиссии, правительство Германии лицензию на работу так и не выдало, несмотря на то, что все остальные документы были получены своевременно, и экологи, и сама Грета Тунберг там на этой трубе посидела, вообще все было в полном порядке. Пока в 2022 году, ну, если верить немецким источникам, некие пьяные украинские туристы нырнули, перекусили 3 трубы из 4 возможных. Ну, так бывает. Одна из ниток Северного потока разорвана, одна находится в технически исправном состоянии. Прокачивали, убедились, все в порядке. Тем не менее, не работает. Причина все та же. Нет лицензии. Напомню, что никаких санкционных мер по отношению к трубопроводным поставкам, как и к поставкам СПГ, российского материалов, так скажем, не принимала. Есть нежелание покупать российский газ, но юридически это никак не закреплено. Германия, которая украла компанию «Газпром Германия», холдинг на том месте, где трубы потоков выходят на берег Германии, поставила судно-регасификатор и использует наземную инфраструктуру для того, чтобы прокачивать СПГ. Ну, правда, в тех случаях, когда есть что прокачивать, потому что загрузка производственной мощности используется в лучшем случае на 60%, обычно где-то на уровне 40-50%. Одна из тех сплетен, вот, по-другому не могу назвать, этот газопровод можно каким-то образом использовать, считают немецкие политики, для того, чтобы поставлять из Финляндии зеленый водород. Каким образом серо-буро-малиновый водород, произведенный в Финляндии, может попасть в трубу, которая начинается на берегу нашего Финского залива, науке неизвестно, но это достаточно долго обсуждалось. Сейчас вроде затихли. Может быть, кто-то что-то сообразил, что совсем уж глупо выглядит. Далее, что касается компании Nord Stream 2 AG, после террористического акта она заявила о том, что деятельность прекращает. Причина понятна. Одна труба есть, ее не лицензируют, запустить невозможно, вторую надо ремонтировать. При этом, разумеется, остались все долги, какие были. Я имею в виду те 5 европейских инвесторов. Разумеется, деньги просят. Разумеется, выполнялись самые разные работы, и не со всеми удалось рассчитаться. Я имею в виду подрядчиков, там, может быть, кто-то офисную бумагу поставлял, может, еще что-то. Как в любой другой стране, в таком случае нужно проводить банкротное производство, компания не работает, долги есть, нужно решать, что делать. В соответствии с законодательством Швейцарии это должно было произойти в течение полугода, срок переносился трижды. Последнее решение в январе этого года со стороны арбитражного суда кантона Цуга до 9 мая Nord Stream 2 AG обязана рассчитаться со всеми мелкими поставщиками, предоставить суду копию платежных документов. 9 мая следующее заседание суда. Это то, что касается вот ситуации между Россией и Европой. Теперь, что касается тех новостей, которые, опять же, никто не скрывал. Американский миллиардер Линч в декабре прошлого года подал документы, заявление в Министерство финансов США с тем, чтобы ему было предоставлено исключение из всех этих санкционных мер, с тем, чтобы он получил возможность участвовать в банкротном производстве, если дело до этого дойдет. Линч не чужой человек в России, он здесь появился еще в начале нулевых годов, участвовал в похоронах, так скажем, компании ЮКОС, что-то продавал, что-то покупал. Я думаю, что он куда как лучше понимает реальность того, что происходит в России. То, что его заявление не было случайным, на мой взгляд, говорит то, что Линч был одним из спонсоров избирательных фондов некоего Дональда Трампа. И я думаю, что он надеется на то, что решение Министерства финансов будет положительным. Хотя информация о том, как Минфин отреагировал на его просьбу, не поступала.
Что у нас еще было? В феврале правительство Дании удовлетворило запрос «Газпрома» о возможности проведения консервации взорванных труб. Тоже понятно. Внутренняя поверхность труб Северного потока первого, второго точно не рассчитана на взаимодействие с соленой морской водой. Рано или поздно это действительно превратит их в какое-нибудь решето, которое разве что в металлолом можно сдать. К ремонтным работам пока не приступали, но тоже достаточно очевидная причина. Балтийское, оно хоть и мелкое, но все-таки море, а сейчас, в общем-то, зимний сезон еще, сезон зимних штормов не закончился. Что будет происходить? Известна общая оценка, если ремонтировать все три трубы, то есть обе трубы Северного потока, одну трубу Северного потока-2, такая предварительная оценка порядка $600 миллионов. Как бы достаточно дорого. При этом досужие сплетники, они же европейские политики, увязывают вот этот самый обычный бизнес-проект, пусть с необычной вот такой подоплекой, с урегулированием ситуации с Украиной. Как у них в голове вот это увязывается? Балтийское море, труба, ремонтировать и Украина. Мне сказать сложно, я не психиатр по образованию, поэтому точного ответа на это дать не могу. Что, собственно говоря, видит Линч в этом бизнес-проекте? Он, естественно, тоже рассказывал самые разные слова, что компания, если ей удастся на банкротном производстве приобрести «Северный поток-2», будет международным консорциумом, он выделит доли для правительства Украины, там, лично для Зеленского и еще для Ермака. Слов наговорил много, но они же, собственно говоря, не подписанный документ, правильно? Правильно. Идея, достаточно очевидна. Если одна труба работает, значит, по ней запускаем газ, за счет полученной прибыли ремонтируем вторую. Судьба Северного потока первого не интересует от слова вообще, потому что там совершенно другая юридическая ситуация. Почему взволновались немцы во главе с Мерцем? Германия, которая 800 лет воюет с Россией, тут ничего другого ожидать нельзя. Стихотворение Симонова соответствующее декламировать не буду, я не самый лучший чтец. Но согласен с нашим великим поэтом. Именно поэтому новым канцлером будет Мерц, который от предыдущей ливерной колбасы отличается только желанием выдать киевскому режиму дальнобойные ракеты, но не более того. Германия готовится к войне с Россией. Это, по-моему, стандартная фраза, которую можно повторять уже лет 500 безостановочно. Хотят они войны, что ж поделаешь. Почему они волнуются? В том случае, если владельцем трубопровода становится американская компания, назовем ее условно Линч, то положение третьего энергопакета выполнено на 100%. Владелец газа не Линч, владелец трубопровода Линч. Все. Отказать в получении лицензии будет очень сложно. Вот при всем желании. Повторю, что санкционные меры к трубопроводным поставкам газа не приняты. Соответственно, «Газпром» может договариваться с европейскими компаниями о поставках газа. «Газпром» тоже выполнит все действующие пункты третьего энергопакета. Мой газ, труба не моя. Работаем и работаем. Спасибо, Борис Леонидович, за прекрасный анализ ситуации. Учитывая все обстоятельства, это можно скорее назвать анамнезом. И думаю, что в скором времени мы все увидим сами. До 9 мая осталось недолго. Отмечать мы его будем по-разному. Для нас это 80-летие Великой Победы. Для кантона Цух это проведение судебного заседания по делу Nord Stream 2 АГ. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах. И, конечно, пишите комментарии под нашими эфирами, потому что мы ждем ваше мнение. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Новости о нашем проекте обычно поступают раньше всего именно туда. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.